Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Конец черной полосы. Что же будет дальше? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады, на диагностику негатива, телефон под видео. И снова мне показывают, что здесь присутствуют люди, которые связаны с формой, с армией, да, может быть, вы находитесь там, где горячо, там, где неплохо, вернее, неплохо, боже, вот это я уже заговорилась, да, там, где довольно опасно, простите, ребят, за мою такую оговорку. Вы человек, который очень часто находитесь в ностальгических таких энергиях. Очень часто вас накрывают воспоминания о прошлом. У кого-то даже может проиграться воспоминание о каких-то детских временах, может быть, о ушедших родителях, может быть, первая любовь, либо же какие-то люди, которые уже не с вами. Да? Вот такие довольно теплые воспоминания. Вы человек довольно легкий, вы легкий на подъем, да? Особенно, когда у вас есть мотивация, да, вот стимул, куда-то мчать, бежать, ради чего-то, ради кого-то что-то делать, да? Вы можете сорваться в любое время дня и ночи и помчаться, да? Чип и Дейл спешат на помощь. Помните, как раньше был мультик? Напишите, давайте сделаем опрос очередной. Вы легкий на подъем или же не очень? Или вас нужно домкратом подымать? Далее. Вы человек, который очень любит природу. А вот природа – это ваша такая, знаете, спасительница. Вы и питаетесь вот энергетически. Вы вообще любите, может быть, даже какие-то вылазки с палатками, шашлыки, рыбалка, охота. Это ваша такая отдушина. Вот природа. Вы можете даже жить кто-то возле леса, может быть, возле парка, да, и периодически вы просто кайфуете, когда просто проходитесь, ну, между деревьев, скажем так, да, потому что, опять-таки, парк – это лес, без разницы. Вот природа – это ваш кайф, это ваша подпитка, да. Кто-то из вас даже, может быть, любит конный спорт. Напишите, ребят, кстати, кто вот катался на лошадях, кто любит конный спорт, да, может быть, это было тоже ваше увлечение, но я вам скажу, что это довольно такое опасное увлечение, нужно уметь и держать себя в седле, да, ну, то есть это не просто вот как в детстве на машинках катались, да, сел и поехал, нет, это лошадка, которая может иногда взбрыкнуть, поэтому это, ну, так непросто. Вы человек, который владеет, может быть, даже не одной профессией. Вы можете быть мастером на все руки, да, вот у кого как проигрывается, переворачивайте под себя. Ну, то есть вы умеете, может быть, сами, кто-то дом построить, кто-то умеет отремонтировать бытовую технику, кто-то может быть два в одном, да, ну, то есть вы такой рукастый товарищ, поэтому с вами, ну, не страшно, да, никакие проблемы не страшны. Вы человек, который, в общем-то, знаете, вот вас иногда накрывают и грустные мысли, но вы стараетесь вот их как-то отгонять. Может быть, специально отгоняете силой воли, да? Вот, может быть, это ваш такой сильный внутренний дух ваш, да, вот сила воли, что вы стараетесь вот держать себя в руках, как бы вам тяжело не было. А тяжелых моментов было у вас предостаточно. Вас и частенько одолевали, либо же сейчас одолевают и грустные мысли, но вот реально вы их отгоняете. Вы стараетесь не унывать, вы стараетесь отвлекаться. То, что сейчас вот как-то я не вижу, чтобы у вас ладилась особо личная жизнь у многих, да, помним про общий расклад. Хотя я вот вижу, среди вас есть и те, кто бегают на свидание, если это можно так назвать. Это может быть новое знакомство, это могут быть, ну вот первые такие шаги, начало новых отношений. Там, где вы еще находитесь в предвкушении. Вы можете кто-то еще переписываться, да, но уже иметь какие-то такие романтические намерения.
Кому-то из вас, может быть, даже ваша такая чрезмерная загруженность на работе мешает уладить свою, устроить личную жизнь. Потому что с утра до ночи на работе, потом еще какие-то хлопоты, заботы, да, вот банально может не хватать времени на личную жизнь. Напишите, ребят, вот кому не хватает просто времени на личную жизнь. Среди вас есть и экстремалы, кто-то, может быть, даже прыгал и с парашютом, да, с парашютом вы прыгали, ребят, напишите, кто прыгал. Либо же другие какие-то виды спорта, да, может быть, кто-то гонками занимался, кто-то еще там какими-то паркуром, да, если вы знаете, но это может быть по молодости больше. То есть вы такой товарищ, который любит драйв, такой адреналин, да, вот, ну, какие-то такие очень экстремальные виды. Вы, кто-то даже связан с тяжелым физическим трудом, я вам скажу, который вас, ну, реально сильно выматывает. Можете приходить вот просто падать без задних ног. Очень бывает тяжело. Кто-то из вас, как будто вот вы ждете весточку от женщины. Что это за женщина? Это женщина, которая не с вами. Она как будто где-то находится на расстоянии. Опять же, у кого-то это может проиграться, что эту весточку вы ждете от бывшей, да? Может быть, хотите помириться. У кого-то это весточка от женщины, которая где-то находится там в другом городе, за морем, за океаном, да? Вот вы общаетесь, но может быть вот либо же давно не общались, либо же вот как-то вот она исчезла, но вы продолжаете надеяться, ждать от нее весточку и еще строить какие-то планы. А вообще, знаете, вот в женщинах как будто есть какое-то разочарование. Вот вы не видите особо, так, знаете, такой претендентки, которая могла бы стать вашей женой. Одно дело, когда, да, просто отношения, либо же романы, но вот вы по большей части, ну, разочарованы, да, женщинами. Вот вы видите, как будто их насквозь. Кто чем дышит, да? Вы вот даже когда знакомитесь с женщинами, вы видите, что, ага, это на постель ориентируется, это на денежки ориентируется, да. Третья вообще сама не знает, чего хочет. Там четвертая плохая хозяйка, неопрятная. А неопрятная женщина это для вас просто капец, потому что ну, женщина-скунс, она вам как-то особо не нужна, правда? Когда женщина нечистоплотная, это вообще трэш, да, ребят? Я думаю, никто не захочет, тем более ложиться в постель со скунсом. Когда из всех щелей у нее тарит так, что ну просто дух захватывает, да? И смех, и грех. Итак, давайте-ка будем смотреть, что же будет дальше в вашей жизни. У нас ведь конец черной полосы намечается, правда, ребят? Какие перемены вас ждут? Ух ты! Смотрите, кто-то из вас начнет очень плотно заниматься своей фигурой, да? Может быть, кто-то начнет спортом заниматься, захотите похудеть, да, кто-то сядет на диету. Возможно, даже вы спортом занимались и раньше, да, но на какой-то период подзабросили. А может быть, даже до сих пор вот вы будете и дальше продолжать заниматься, у кого как проиграется. Кто-то из вас закрутит, ну, такой довольно бурный, страстный роман. Женщина будет искусительница такая вся, конечно, страстная, мимо такой не пройдешь, поэтому кто-то из вас однозначно, ну, пустится во все тяжкие. Вот знаете, вот хоть вы можете говорить, да, нет, для меня романы не нужны, да, зачем это мне надо? Но уж слишком она будет хороша, уж слишком она будет сексуальна и... Ну, как-то будет такая она манящая, но манящая до такой степени, что вы просто не устоите. У других же из вас, да, поскольку это общий расклад, помним, у кого-то из вас проиграется, но здесь будет страстная любовь, любовь с романтикой. Это красивые такие постоянные отношения, да, когда ты любишь и любим, когда ты можешь, ну реально, вот как на карте, да, хоть и на лодочке кататься, там женщина с букетом цветов, романтик, там прогулки при луне и так далее. То есть очень-очень такие теплые, классные отношения, то есть любовь.
Далее. Ну, ваш Титаник пойдет ко дну. Кто сейчас находится в токсичных отношениях, да, у нас уже не раз это выпадало в раскладах. Ну, значит, так тому и бывать, если это из расклада в расклад у нас переходит. Чья-то семья, чьи-то отношения, которые уже себя изживают, они пойдут ко дну. Ну, вы понимаете, о чем это говорит, да, то есть это разрыв, развод, уход, как угодно. Причем, даже если будет рушиться семья, вот отцом вы, как и были хорошим, вы останетесь. Вы будете проводить время с детьми. В общем-то, преград особых я не вижу. Женщина не будет особо так каких-то препятствий вам чинить. С детьми будете кайфовать, очень активно проводить время. Даже пусть это будет воскресный папа, но вы будете настолько активно проводить время, да, что впечатлений будет, наверное, на неделю хватать. Вы узнаете какую-то тайну. Что за тайна? Кто-то узнает какие-то, знаете, такие, ну, как же это назвать? Может быть, какие-то манипуляции, какие-то склоки, сплетни. Что-то такое, что за спиной, вот в кулуарах где-то происходит на работе, да? Может быть, даже планируется какая-то подстава на работе, в том числе вас, да, и вот это все всплывет. Могут быть какие-то интриги, вы о них узнаете, да, кто-то узнает про интрижку своей женщины, с которой вы живете, поэтому, может быть, даже ваш Титаник и пойдет ко дну. Кто-то узнает настоящее лицо человека, которому вы доверяли, да, ну то есть узнаете его совершенно с другой стороны. Карьера пойдет в гору у кого-то из вас, мальчишки, поэтому смотрите, руки мы не опускаем, я не вижу пока особого повода для печали. Ну да, здесь кто-то однозначно, смотрите, кто находится особо в токсичных отношениях, вы узнаете про третьего лишнего. Поэтому вот у нас и Титаники, и третий лишний, да, вот эти все какие-то склоки, сплетни, вылезут неприятности, да, вот оно все повязано друг с другом. Поэтому однозначно здесь какое-то вранье всплывет, либо же измена. Причем я вам скажу, что вот как будто вы ждали вот этого толчка, да, вы уже давно могли подозревать, что что-то не так, да, в ваших отношениях. Вы могли даже измену подозревать, но все пытались вот как-то то ли не верить, то закрывать глаза, да. А здесь, когда вы узнаете, ну, либо же сами увидите, либо уже стопроцентные факты всплывут, вы как будто вздохнете с облегчением, что вот, все, наконец я могу поставить точку, да, это уже все, это неоспоримый факт. И вот реально будет моральное облегчение, когда вы уйдете, потому что вы измотаны. Вот в таких отношениях, в токсичных, вы просто измотаны. Вы уже как выжатый лимон стали. Что еще будет? У кого-то из вас, мальчишки, ребенок может родиться. Ух ты! У вас еще могут быть даже у кого-то не один ребенок. Ну, понятно, что смотря на ваш возраст, да, а то вы мне сейчас скажете, да, мне там за 70, да. Ну, понятно, что кому позволяет возраст, там, возможности. Можете даже стать, кстати, многодетным папой. Но то, что везде нам показано про личную жизнь, про улучшение в личной жизни, это 100%. У кого-то, кстати, проиграется такой привет из прошлого, может быть, пришлет вам то ли смс, то ли это звоночек будет от женщины, с которой когда-то у вас были отношения, либо же это был какой-то такой, знаете, курортный роман у кого-то. Может быть, это просто вы симпатизировали друг другу, но потом перестали общаться. Ну, то есть, эта женщина вас не забыла, женщина, ну, захочет с вами пообщаться. А уж будете вы с ней общаться или нет, это уже решать вам. Жизнь станет более такой, знаете, сытной у вас во всех смыслах слова. Я даже не беру личную жизнь. Вот многие из вас начнут входить во вкус даже той же одинокой жизни. Пока у вас не будет женщины, да, вот вы начнете жить для себя. Вы поймете даже какой это кайф, когда ты что хочешь, то и делаешь. Вы начнете, ну, вплоть до того, что начиная от мелочей, что хочу, то кушаю, куда хочу, туда лечу, что хочу, одеваю, да.
Но это будет, ну, настолько вам реально кайфово, пока у вас не будет женщины, я еще раз сказала. Это будет такое, знаете, новое ощущение для вас, потому что вы привыкли жить для других. А здесь вы научитесь кайфовать для себя. У кого-то из вас проиграется свадьба, да, вот эти отношения серьезные, которые у вас начнутся, они перейдут в семью. Поэтому смотрите, опять-таки, это будет зависеть исключительно от вас. Захотите, будете просто встречаться, захотите гражданский брак, захотите, это может быть семья, ну, это вполне вероятно. И с этой женщиной будет абсолютно такой тандем, да, вот вместе и в радости, и в горе. А бывшая, вот, которая будет пытаться вас, ну, грубо говоря, облаять, обсплетничать, там, гадости говорить, ну, вы для нее станете, ну, такой недосягаемый. Ну, она, что бы вам ни творила, ни чудила, какие бы козни ни строила, она до вас не дотянется, и ваши новые отношения она уже не разрушит абсолютно. У кого-то из вас, даже вот те, кто, может быть, еще надеялись бывший там как-то вернуть отношения, да, вы поймете, вот настолько она гнилой человечек. То ли вы узнаете что-то про нее, да, то ли услышите вот эти сплетни, гадости, которые она говорит за вашей спиной, и вы кардинально в ней разочаруетесь окончательно и бесповоротно. Даже те, кто хотели вот вроде бы еще что-то вернуть. Поэтому черная полоса однозначно закончится. Ждите огромных перемен, особенно в личной жизни, и все у вас получится. А если понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!